Подключаем осциллограф к выходу DC-DC преобразователя. Чувствительность 10 милливольт на деление, частота пульсации 180 кГц. Можете посчитать, какая амплитуда пульсаций. Переключаем осциллограф на выход нашего фильтра, и при той же чувствительности осциллографа видим, что пульсации практически исчезли. Теперь мы можем использовать это напряжение для питания наших каких-то аналоговых схем. Ну и, конечно, двухполярное напряжение относительно средней точки. Привет, друзья! Это канал MBS Electronics. Я Олег и моя помощница, электронная кошка Рокси. Для питания аналоговых схем на операционных усилителях, на транзисторах, каких-то микрофонных усилителей, преампов необходим источник питания с низким уровнем пульсации, с, так сказать, очень чистым напряжением. Импульсные блоки питания, которые можно сейчас купить в любом магазине или заказать в Китае, мало для этого подходят для питания аналоговых схем, потому что обычно на выходе таких импульсных источников очень высокий уровень пульсаций, высокочастотных помех, которые неизбежно образуются на выходе импульсного источника питания. Просто из-за принципа его работы переключаются выходные транзисторы блока питания, это создает импульсные помехи. Обычно лаборатории, которые занимаются разработкой аналоговых схем, используют линейные источники питания с обычными трансформаторами, с линейными стабилизаторами напряжения, либо как альтернативу довольно дорогие качественные импульсные источники с хорошей фильтрацией. Кроме того, для экспериментов со схемами на операционных усилителей, скорее всего, вам потребуется источник питания с двумя напряжениями относительно средней точки, так называемый двухполярный источник питания. Обычно это плюс-минус 12 или плюс-минус 15 вольт. Конечно, операционные усилители могут работать и с однополярным питанием, но это как бы не очень желательно для питания операционников. Операционные усилители разрабатываются именно для использования с двухполярным питанием, а применение операционников в схемах с одним источником питания – это всегда компромисс между удобством и дешевизной и качеством. У меня появилась идея сделать небольшое устройство в виде приставки к обычному пауэрбанку, который мы используем для заряда наших телефонов мобильных. Преобразователь напряжения 5 вольт от импульсного источника, которым и является пауэрбанк, в двухполярное напряжение, скажем, плюс-минус 15 вольт, с низким уровнем пульсации, которое было бы пригодно для питания небольших аналоговых схем, с невысоким током потребления. Те, кто смотрит канал, думаю, они знают, что мне очень нравятся разные аналоговые схемы, конечно, наряду с цифровой техникой. На канале есть ролики про ламповые усилители, про различные микрофонные преампы, про регуляторы тембра. Сразу хочу попросить всех, кто смотрит канал без подписки, подпишитесь на канал, подпишитесь на наш телеграм-канал. Все ссылки вы найдете в описании. Первое, что нам потребуется, это повышающий DC-DC преобразователь. На выходе пауэрбанка у нас всего 5 вольт, а нам нужно напряжение до 30 вольт, где-то так. Я использовал вот такой DC-DC повышающий преобразователь на основе микросхемы XL6009. К этим контактам мы подключаем входное напряжение, а вот с этих контактов снимаем выходное повышенное напряжение. Входное напряжение у нас может быть в диапазоне от 3 до 32 вольт, а выходное напряжение мы можем установить от 5 до 35 вольт. При этом входной ток микросхемы может быть до 4 ампер. Многие путают его с выходным током и обижаются потом, что на 30 вольтах микросхема не выдает 4 ампера. Выходной ток нагрузки у нас будет зависеть от того, какое напряжение мы установим. Чем выше напряжение, тем меньше будет максимальный ток. Для моих целей это вообще не важно. Эта штука будет рассчитана на небольшие выходные токи для питания простых аналоговых схем.
Поэтому возможностей микросхемы по току нам более чем достаточно. Эффективность преобразования до 94%, то есть неплохой КПД. Здесь опять же, так же как и с током, чем больше будет разница входного и выходного напряжения, тем меньше будет эффективность преобразователя. Выходное напряжение можно регулировать вот этим синим многооборотным подстроечным резистором. В своей плате я отпаял этот подстроечный резистор, вместо него впаял штыри в плату. Сюда будем припаивать внешний потенциометр, который будет установлен на корпусе, чтобы можно было удобно регулировать напряжение. Для подачи входного напряжения от пауэрбанка будем использовать вот такой удобный разъем USB Type-C. Тоже заказал я его на AliExpress, ссылка будет в описании. Фильтр и преобразователь однополярного напряжения в двухполярное собран вот на такой макетной плате. Давайте посмотрим на его принципиальную схему. Напряжение с выхода платы DC-DC преобразователя подается вот сюда на резистор R1 с сопротивлением 1 Ом. Резистор R1 и керамический конденсатор C1 образуют первое звено входного фильтра для обрезки высокочастотных помех. Катушка индуктивности L1, конденсатор C2 и параллельно ему конденсатор C5 керамический. Это у нас второе звено входного фильтра для подавления помех. Часто возникает вопрос, зачем параллельно электролитическому конденсатору, у которого большая емкость, подключать еще керамический конденсатор небольшой емкости. Кто когда-нибудь в детстве разбирал электролитический конденсатор, помнит, что внутри там алюминиевая фольга, свернутая в рулон, то есть в катушку. У электролитического конденсатора довольно высокая паразитная индуктивность, поэтому он плохо обрезает высокие частоты. Для этого параллельно электролитическим конденсаторам обычно включаются керамические конденсаторы маленькой емкости. Вот здесь на выходе нашего устройства вы тоже видите два электролитических конденсатора, параллельно которым включены еще два керамических конденсатора небольшой емкости. Формирование искусственной земли или искусственной средней точки для двухполярного напряжения производится с помощью схемы на операционном усилителе и двух транзисторах. Собственно, эти транзисторы нужны просто для увеличения выходной мощности нашей схемы. У нас есть делитель напряжения из резистора R2 и подстроечного резистора R3. Подстроечным резистором мы устанавливаем в точке соединения резисторов R2 и R3 напряжение, равное половине напряжения питания. Обратите внимание, что наш делитель напряжения тоже зашунтирован электролитическим конденсатором C3 и керамическим конденсатором C4, также для устранения высокочастотных помех в этой точке. Это точка смещения операционного усилителя, и поэтому здесь очень важно качество этого самого напряжения, чтобы здесь не было пульсаций. Напряжение смещения, равное половине напряжения питания, подается на неинвертирующий вход операционного усилителя. И, соответственно, на выходе операционного усилителя у нас появляется то же самое напряжение, равное половине напряжения питания. Далее это напряжение подается на базы транзисторов, и в точке соединения эмиттеров этих транзисторов образуется так называемая искусственная средняя точка, или можно назвать виртуальная земля. Наша схема охвачена петлей отрицательной обратной связи через резистор R4 1 кОм на инвертирующий вход операционного усилителя. Соответственно, на выходе на разъеме X4 у нас всегда будет половина напряжения питания, независимо от величины входного напряжения. Например, если к выходу мы подключим какую-то большую нагрузку, низкое сопротивление нагрузки, будет довольно большой ток, и у нас напряжение просядет на выходе DC-DC преобразователя, то на разъеме X4 все равно в любом случае будет половина этого, скажем, просевшего напряжения. Вообще, это очень распространенная схема для получения двуполярного напряжения из однополярного. Естественно, не я ее придумал.
Операционный усилитель я хотел использовать LM358, но набор этих микросхем еще не пришел мне с AliExpress, что-то задерживается, поэтому я установил NE5532. Ну а вообще в этой схеме можно использовать практически любой операционный усилитель. Транзисторы BD139 и BD140 — это транзисторы средней мощности, более мощные транзисторы в этой схеме нет смысла ставить. Можете поставить советские КТ-814 и КТ-815, должны работать, но BD139, 140 они лучше по параметрам. Ссылка на них будет в описании. Вообще хорошие транзисторы, очень дешевые, неплохие параметры у них, и можно использовать в разных радиолюбительских конструкциях, всяких усилителях, блоках питания и так далее. Эту катушку индуктивности на ферритовом кольце я взял от какого-то старого импульсного блока питания. Индуктивность у нее оказалась около 5 миллигенри. Можно просто намотать на ферритовом кольце проводом диаметром, ну скажем, 2 или 0,3 мм. Чем больше будет индуктивность, тем лучше. Или взять катушку, вот как я, с какого-то старого импульсника. Подстроечный резистор я установил вот такой. Лучше установить здесь многооборотный подстроечный резистор, но я установил вот такой обычный. Операционный усилитель я установил на панельке. Когда мне придут LM358, я вот этот NE5532 поменяю на 358, а NE5532 можно будет использовать в каких-то аудиосхемах. 5532 — это хорошие малошумящие операционные усилители, и, наверное, вот в этой схеме это излишнее. Соединения сделаны вот так, с обратной стороны платы. В основном я использовал сами выводы радиодеталей. Они довольно длинные, а там, где не хватало длины выводов, я прокидывал дополнительными перемычками из проволоки. Собственно, все как обычно на макетных платах. Печатную плату я не стал разводить для этой схемы, тратить время. Все и так работает. Корпус напечатал на 3D принтере из того же самого прозрачного PETG пластика, из которого мы как-то с вами делали аудиоусилитель, который до сих пор работает у меня здесь на моих колонках. Модель корпуса я разработал в бесплатной программе FreeCAD версии FreeCAD Link. В последнее время FreeCAD стал довольно неплохой программой, разработчики взялись за него. И фактически для разработки простых каких-то 3D-моделей под 3D-печать FreeCAD мне полностью заменил SolidWorks. А кое-что во FreeCAD делать даже удобнее, чем в SolidWorks, некоторые вещи. Модель у нас состоит из двух частей, это коробка и крышка. Когда вы разрабатываете 3D-модель корпуса для какого-то устройства, удобно иметь под рукой также модельки компонентов, которые вы будете устанавливать в этот корпус. Все печатные платы, какие-то выключатели, светодиоды, клеммы. В FreeCAD можно хранить все эти элементы отдельно, как отдельные модельки, и включать их при необходимости, перемещать в те места, где они должны быть. Вот видите, у меня здесь есть вот эти обе платы. Я специально не поленился, сделал так схематически очень модельки этих всех элементов, но так, чтобы по габаритам они точно соответствовали оригиналам. Тогда вам очень легко и удобно компоновать корпус вашего устройства. Сбоку вы видите 3 разноцветных клеммы. Эти клеммы тоже разработаны во FreeCAD, напечатаны на 3D принтере. Чуть позже я покажу, как они устроены. Там внизу разъем USB Type-C и крышка нашей коробки. Она просто закрывается, вставляется туда как бы на таких специальных элементах, и не нужно ее крепить никакими винтами. Собственно, она и так хорошо держится, просто за счет трения. 3D-модель клеммы. Основа клеммы — это обычные винты М4. Винты и гайки М4. Сначала хотел купить фабричные клеммы, но было лень идти на радиорынок, поэтому решил вот просто напечатать их на 3D принтере. Сначала вытягиваем вот такую болванку определенного диаметра на определенную длину. Потом делаем шестигранный вырез под гайку М4. Потом вырезаем сквозное отверстие под винт. Дальше делаем такое подобие ручки, чтобы удобно было эту клемму крутить. Делаем вот такой вырез, потом создаем массив этих вырезов по окружности. Вон там внутри я сделал фаску. Да, вот сейчас я отключу, снова включу, чтобы было видно. Внутри фаску, чтобы принтеру было удобно печатать без поддержек. И сверху тоже делаю еще одно скругление вот такое. И все, клемма наша готова. Это готовые распечатанные клеммы.
Изначально пластик вот такой красный, а черный и золотистый это я покрасил акриловой краской. Вставляем туда гайку на М4, можно закрепить ее там суперклеем и, собственно, все. Потом можно клемму устанавливать уже на корпус. На самом деле такие дешевые самодельные клеммы можно использовать в совершенно разных DIY электронных устройствах. Вот эту гайку, которая закрепляет клемму на корпусе, нужно закручивать очень сильно, ну прямо вот от всей души. Видим, сейчас у нас 24 вольта на выходе относительно минуса. Попробуем порегулировать напряжение. Минимальное напряжение где-то около 5 вольт. И максимальное, какое у нас максимальное, будет даже больше 40 вольт, но это на холостом ходу. В принципе, больше 30 вольт по максимуму мне не нужно, поэтому можно в будущем, наверное, ограничить диапазон регулировки. Ну, пока пусть будет как есть. Сейчас я выставляю 30 вольт по максимуму на выходе. Видим, что в средней точке у нас 15 вольт, все нормально. Подстроечником можно изменять напряжение в средней точке, то есть разбалансировать можно, либо подстроить, чтобы было точно половина напряжения питания. В тех схемах, которые мы будем питать от нашего устройства и которым нужно двуполярное питание, вот как раз средняя точка будет играть роль Земли, виртуальная Земля. Фишка в том, что напряжение относительно этой виртуальной Земли, то есть плюс-минус какое-то напряжение, оно тоже будет регулироваться вот этим общим регулятором. И какое бы мы напряжение ни выставили здесь, у нас всегда в средней точке будет ровно половина общего напряжения. Если измерить относительно нашей виртуальной Земли, то есть относительно средней точки, то как раз и получаем вот в данном случае плюс 12 и минус 12. Давайте подключим осциллограф и посмотрим, какие у нас получились пульсации на входе и какие на выходе нашей схемы. Сейчас я подключил осциллограф на выход DC-DC преобразователя. И видим вот такие пульсации. Вот что прет, так сказать, с выхода импульсного преобразователя. На осциллографе стоит чувствительность 10 милливольт на деление. Соответственно, вот можно посчитать. Это где-то, наверное, в районе 100 милливольт пульсаций. Такое напряжение практически неприемлемо для питания, например, схемы микрофонного усилителя. Это все будет проникать на наши аналоговые компоненты. Осциллограф показывает, что частота пульсации около 180 кГц, хотя в паспорте на микросхему написано, что частота преобразования 400 кГц. Давайте переключим осциллограф на выход нашего фильтра. Вот сюда, на максимальное напряжение посмотрим. Видим, что у нас практически исчезли пульсации, они меньше 10 милливольт. На этом осциллографе их практически не видно. Я считаю, что это очень хороший результат. Конечно, если нагрузить эту схему какой-то низкоомной нагрузкой, то пульсации возрастут, но тем не менее. Переключаем обратно на выход DC-DC преобразователя, и вот снова видим эти высокочастотные помехи.
180 кГц – это основная частота этих пульсаций, но спектр их может простираться и вплоть до нескольких мегагерц. Гармоники могут уходить туда, создавать помехи. На выходе же, даже вот относительно средней точки, тоже у нас абсолютно чистое напряжение, без каких-либо заметных пульсаций. Можно попробовать в качестве небольшой нагрузки подключить на выход резистор на 100 Ом, к примеру. Вот я сейчас подключаю и тоже не вижу какого-то увеличения помех. Наше устройство работает, можно закрыть крышку, вот таким вот образом она закрывается, плотно держится, и все, устройство готово, можем экспериментировать с аналоговыми схемами. Оставляйте ваши комментарии, ставьте ваши лайки или дизлайки, пишите, что вы думаете про такой источник питания, друзья. Все ссылки вы найдете в описании. Я с вами прощаюсь. Моя электронная кошка Рокси тоже с вами прощается. До свидания, всех благ, до следующих встреч.